Дороги в Москве и движение перекрыто. Новый удар по РФ. Столицу добивают. Паника и срочные меры. Люди не выходят на работу. Самый близкий союзник Путина проговорился. Война идет не по плану. Глава Кремля пошел на ужасную сделку. Извинения перед Зеленским и вывод войск. Американская авиация получила огромный удар. Самая смертоносная катастрофа за 44 года. Сожжен стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Столкновение с кораблями противника. Помощник Путина провоцирует НАТО на вооруженный ответ. Это происходит прямо сейчас. Почти открытая диверсия РФ против премьера чужой страны. Дерзкая серия поджогов. Заказ прямо из Москвы. Это объявление войны? Об этом и многом другом к вечеру 16 июня. Хороший вечер вторника начинается с правильных новостей. Это информационный выпуск от команды Нехта. С вами Степан Путила. Поехали. Вот он, обещанный ответ за Лавру, и прилетел в самое сердце Москвы. В ночь на 16 июня украинские дроны устроили одну из самых массированных атак на российскую столицу с начала года. И как ни рапортовал мэр Собянин о сбитых 60 беспилотниках, к утру ему все же пришлось признать очевидное и неприятное. Один из дронов достиг цели и подкоптил московский НПЗ в Капотне, крупнейший нефтезавод столицы. Короче говоря, жители Туапсе, вы теперь не одни. Завод этот непростой, он дает около 40% бензина Москве и закрывает до 70% потребностей всего столичного региона в топливе и авиакеросине. То есть дрон ударил не просто по трубе, а по бензобаку всей Москвы. Причем по данным мониторинговых каналов вспыхнула не просто труба, а самое сердце завода, главная установка, через которую идет вся переработка нефти. Весь нефтезавод вон горит пиздебом. Над городом всю ночь выло ПВО, закрывали все 4 аэропорта. Движение в Москве также перекрыли. Въезд и выезд в районе Капотни закрыли наглухо. Дороги вокруг горящего НПЗ были оцеплены. Столица, немного уже отвыкшая от войны под боком, наутро встала в огромных пробках из-за собственного пылающего нефтезавода. И это не разовая вспышка ярости, а, как выразился командующий украинскими дронами Мадьяр, запущенный конвейер возмездия. Хотели сжечь тысячелетнюю святыню в Киеве, получите огонь на своем главном заводе. Кроме того, под повторную атаку попали нефтебаза в Усть-Лабинске Краснодарского края и нефтеперекачивающая станция Палкино в Ярославской области. А Зеленский еще накануне на пепелище Лавры, обронивший загадочное «мы еще скажем», теперь как будто сдержал слово. Украинскую дальнобойность на этот раз почувствовали в московском регионе. Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа, и украинское дальнобойное оружие – одна из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны. Похоже, времена, когда война была для москвичей в основном картинкой из телевизора или соцсетей, заканчиваются. Теперь дым поднимается над их собственным районом, а кто-то, видя это все, уже отправляет начальству такие видео. Владимир, я, походу, сегодня не поеду на работу. И удар пришелся по больной мозоли. Из-за постоянных налетов на нефтезаводы переработка нефти в России рухнула до минимума за 21 год. Простаивает почти треть мощностей. Бензин уже по талонам в 25 с лишним регионах. Аналитики прямо говорят, страна катится к худшему топливному кризису в своей истории. А теперь полыхает и главный завод столицы. Ватикан и еврейское лобби обманули Путина, иначе Украины бы уже не было. Нет, это не бред из подворотни, это всерьез заявил Лукашенко в большом интервью арабскому телеканалу. По его версии, в 2022-м Россия уже почти взяла Киев за 3 дня, и дни Украины были сочтены, но Путина коварно уговорили отвести войска. И сделали это, вы только вдумайтесь, Папа Римский на пару с евреями. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Надули. В этом месте в кадре только шапочки из фольги не хватает. А дальше по накатанной дифирамбы российской армии, которая вот-вот окружит Донбасс, и обвинение Украины в ударах по мирным и по святыням. Это при том, что днем ранее именно российская ракета подожгла Успенский собор Лавры. Но главное, признание, что у Путина уже в самом начале все пошло далеко не по плану. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей, и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился.
и вывел свои передовые части из Киева. Но за всем бредом проскользнуло и неожиданно честное признание, почему Лукашенко совсем не лезет воевать. И звучит это как расписка в собственной слабости. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. У них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. От 4 позиций до 500 целей по Беларуси. Прогресс за годы налицо. Прямо на удивленное усатое лицо, которое уже спешит с подхалимскими извинениями перед Зеленским. Мол, погорячился. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. И главное признание. Новую войну они со своим старшим братом по несчастью просто не потянут. Фронт для России, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1500 километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка. Перевести все это с лукашенковского можно так. Глядя, как украинские дроны денацифицируют и денефтифицируют российские НПЗ, он смекнул, чем пахнет, и решил со всей этой движухи тихонько соскочить. Бредит-то бредит, а нос по ветру держит крепко. «Теперь займемся Украиной», — обронил Трамп на саммите G7, и фраза эта прозвучала почти как угроза. Добив сделку с Ираном, он объявил украинский вопрос приоритетом номер 1. Вот только в Киеве и Европе напряглись. Главный страх, что Трамп ради быстрой победы продавит мир за спиной Украины. Кремлю он уже пообещал надавить и на европейцев, и на Киев, а в Москву летят его посланники. Но приехал на этот саммит Киев не с протянутой рукой, а с козырями. Фронт выстоял, дроны лупят вглубь РФ, и впервые с 23 года Украина отбила больше земель, чем потеряла. Ситуация действительно меняется, и на поле боя Россия утратила инициативу на некоторых направлениях. Лучше остановить эту войну, не только на поле боя. В ударах на большие расстояния мы лучше. Сейчас мы произведем около 10 миллионов дронов в течение этого года, но мы можем удвоить это количество. Просит Киев конкретику, прежде всего ракеты Patriot. Их уходит по 60-70 в месяц, больше, чем США успевают выпускать. Но они очень важны. Как метко бросил украинский военный, все видят, что Россия горит. Мы хотим, чтобы горела сильнее. Для этого нужны деньги и помощь. Россия должна пойти на сделку. Они несут огромные человеческие потери. Украина тоже. В прошлом месяце обе страны потеряли в общей сложности 35 тысяч солдат. Подумайте об этом. И это только за 1 месяц. И первый реальный прорыв уже есть. Стармер прямо на саммите заявил, что Британия 2 года будет снабжать украинские АЭС ядерным топливом. На это уйдет 270 миллионов фунтов. Дело не шуточное. Атомные станции дают Украине больше половины всего электричества. Так что речь о свете в домах на ближайшие зимы. Кажется, в Европе случилось то, что еще недавно казалось невозможным. Все 27 стран ЕС разом дали Украине и Молдове зеленый свет. Накануне они единогласно согласовали открытие первого ключевого этапа переговоров о вступлении в Союз. Никто не заблокировал и не наложил вето. А ведь именно вето 2 года держало процесс на стопоре. Упиралась Венгрия при Орбане. Но новый премьер страны Мадьяр договорился с Киевом. Любопытно, что одним из главных камней преткновения на финальных спорах внезапно стал язык на школьных переменах. Венгрия добивалась, чтобы дети Закарпатья могли свободно болтать по-венгерски. До самого полноценного членства еще идти и идти годами, но символ уже налицо. Европа, которую вечно упрекают в раздорах, на сей раз сказала «да» в один голос. И как знать, может уже не за горами тот день, когда нынешние 27 стран Евросоюза превратятся в 29. Ну, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций. Это уже похоже на скандал международного уровня. Дом британского премьера подожгли по заказу из России. Это доказанный в суде факт. Расследование Financial Times и BBC установило. Прошлогодняя серия поджогов имущества Кира Стармера дирижировалась из Москвы. Горели его машина, старая квартира и дом, где была невестка премьера с 9-летней дочкой. Координировал все через телеграм-куратор Эль Мани. Журналисты вычислили в нем 23-летнего российского дипломата, сына высокопоставленного чиновника МИД. А семья, по данным The Insider, прописана по московскому адресу, где раздавали служебные квартиры СВР. То есть ниточка тянется прямо к разведке.
Речь идет о сыне Александра Евгеньевича Люкшина, главного советника департамента ситуационно-кризисного центра МИД. И у отца, и у сына есть регистрация в Москве по адресу улица Профсоюзная, 91, где выдавались ведомственные квартиры СВР. Исполнителям предлагали якобы подработку, сперва листовки до граффити, потом поджоги, ну а после поджогов бросили сообщение «Исчезни, пришлю крипту». Но того через пару часов уже паковал Скотланд-Ярд. Цель проста – запугать Стармера и сбить поддержку Украины. Москва дотянулась до семьи чужого премьера прямо в Лондоне. Это уже не озабоченность, а террор на чужой земле. В посольстве РФ все, ясное дело, отвергли и опровергли. В МИД тоже заявляют, что ничего такого не делали. Вот только присяжные почему-то решили иначе. На фоне сыплющихся российских самолетов получила удар и американская авиация. На авиабазе в Калифорнии сразу после взлета рухнул и взорвался стратегический бомбардировщик Б-52. Легендарная летающая крепость. Один из столпов ядерной триады США. Погибли все 8 человек на борту. Причем не рядовые летчики, а элитные испытатели и ведущие инженеры Боинг, которых готовят годами. Потеря двойная. Вместе с людьми погиб и непростой борт. На нем как раз обкатывали новейший радар в рамках программы модернизации на 48 миллиардов долларов. Заменить его фактически нечем. Таких машин у США всего 76, выпускать их прекратили еще в 60-х. А летать было положено им еще 25 лет. Да к тому же самая смертоносная катастрофа Б-52 за 44 года. Небо в эти дни, похоже, не щадит никого, даже сильнейшую авиацию планеты. А в Кремле тем временем решили похвастаться морскими мускулами. Помощник Путина Николай Платонович Патрушев гордо заявил, что российский флот провел танкеры с военным эскортом прямо у берегов Англии, и ни один британский корабль даже не шелохнулся их перехватить, мол, знай наших. Не нужно ждать момента, когда натовские корабли, самолеты, беспилотники появятся у наших морских границ. Они и так стремятся находиться там на постоянной основе. Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника. Хвастаться тем, что твои танкеры тихо прошли там, где их и трогать никто не собирался, немного не солидно, конечно, но отчитаться можно. Особенно на фоне того, о чем мы рассказывали накануне. Тот же Грозный флот так боится украинских дронов, что Путину второй год подряд пришлось отменить свой парад в Питере. У родных берегов проводить его страшно, зато у чужих танкерами машут забавные. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на канал и увидимся уже утром.